Добрый день, дорогие подписчики, гости канала. Сегодня мы будем вязать с вами малыша трицератопса. Вот такая игрушка у вас должна получиться в итоге. Вам понадобится акриловая пряжа в 100 граммах 300 метров, крючок номер 2, иголка с большим ушком, черные нитки, белые нитки и холофайбер, а также немного терпения и хорошего настроения. Кому понравилась игрушка, присоединяемся к нашему мастер-классу. Вязать игрушку мы начнем с головы. Нам понадобится серая пряжа. У меня это 100% акрил в 100 граммах 300 метров иранского производства и крючок номер 2. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. Закрепили нить и провязываем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Стягиваем кольцо. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 8 прибавок. У вас должно получиться 16 столбиков без накида по кругу. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида и прибавку 8 раз. У вас должно получиться 24 столбика без накида. Вяжем 1 столбик без накида, в следующую петлю вяжем прибавку, повторяем 1 столбик без накида, в следующую петлю вяжем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида и прибавку 8 раз. У вас должно получиться 32 столбика без накида. Первый столбик без накида, второй столбик без накида, в следующую петлю вяжем прибавку, повторяем первый столбик без накида, второй, затем у нас идет прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Пятый ряд вяжем без изменений, то есть провязываем 32 столбика без накида самостоятельно. Шестой ряд вяжем 3 столбика без накида и прибавку 8 раз. У вас должно получиться 40 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий. В следующую петлю вяжем прибавку, повторяем первый столбик без накида, второй, третий, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Седьмой ряд вяжем без изменений, то есть вяжем 40 столбиков без накида самостоятельно. Восьмой ряд вяжем 4 столбика без накида и прибавку 8 раз. У вас должно получиться 48 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый. В следующую петлю вяжем прибавку, первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. С 9 по 14 ряд включительно вяжем без изменений, то есть по 48 столбиков без накида. 6 рядов выполняем самостоятельно. 15 ряд вяжем 16 столбиков без накида, затем 16 прибавок и 16 столбиков без накида. У вас должно получиться 64 столбика без накида. Вяжем 16 столбиков без накида.
Затем вяжем 16 прибавок. Нам осталось провязать с вами до конца ряда 16 столбиков без накида. Выполняем самостоятельно. С 16 по 21 ряд вяжем без изменений по 64 столбика без накида в каждом ряду. 6 рядов выполняем самостоятельно. Между 12 и 13 рядом вставляем глаза. Расстояние между глазок 5 столбиков без накида. Отсчитываем сверху 12 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У нас в 12 ряду было 48 столбиков без накида. Отнимаем 5 столбиков, которые должны быть между глазками. Получается у нас 43 столбика. Делим пополам. Это будет 21 с половиной. Отсчитываем от начала ряда 21 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ставим сюда глаз. Дальше отсчитываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И ставим сюда второй глаз. Фиксируем на заглушке самостоятельно. Затем продолжим с вами вязание. Я зафиксировала заглушки, сплющила кончик, как обычно. Теперь начнем с вами вязать. 22 ряд вяжем 2 столбика без накида и убавку 16 раз. У вас должно получиться 48 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй. Делаем убавку. Повторяем первый столбик без накида, второй. Убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 23 ряд вяжем убавку, столбик без накида 16 раз. У вас должно получиться 32 столбика по кругу. Убавка, столбик без накида. Повторяем. Убавка, столбик без накида. Продолжаем вязать самостоятельно. 24 ряд вяжем 2 столбика без накида и убавку 8 раз. У вас должно получиться 24 столбика без накида. 2 столбика без накида. Убавка. Повторяем. 2 столбика без накида. Убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Закрепляем нить.
Отрезаем ее, оставляем длинный кончик для пришивания. Голову наполняем холофайбером. Выполняем самостоятельно. Вышьем с вами белки. Понадобится белая нить и иголка с толстым ушком. Завязываем кончики нити на узелок, прячем в голове. Теперь нам понадобится черная нить. Вышиваем с вами бровки и реснички. Сначала вышьем реснички. Затем бровки. Я подправила немного реснички. Теперь вышьем с вами брови. Сейчас подправлю брови. Я подправила брови. Завязываем кончики, также прячем внутри головы. Теперь сделаем утяжку внутренней части глаз. Нам понадобятся серые нитки. Это у меня нитки ЛХ-65, производство Санкт-Петербург. Сделала двойную нитку. Затем заводим иглу с нижней стороны головы. Теперь начинаем подтягивать ниточку и завязываем на узелок, прячем в голове. Выполняем самостоятельно. Вот так выглядит голова после утяжки. Убираем пока ее в сторону. Свяжем с вами рожки. Деталей должно быть две. Одну деталь мы свяжем с вами вместе. Вторую деталь вы выполните уже самостоятельно. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. Провязываем в него 6 столбиков без накида. Первый столбик без накида. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Стягиваем кольцо, ставим маркер. Второй ряд вяжем
6 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй. Продолжаем вязать самостоятельно. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида и прибавку 3 раза. У вас должно получиться 9 столбиков без накида. 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 9 столбиков без накида самостоятельно. Закрепляем нить, оставляем длинный кончик для пришивания. Вяжем вторую деталь самостоятельно. У меня готовы рожки. Возвращаемся к голове. Выставляем рожки между третьим и шестым рядом головы и пришиваем. При желании можете слегка набить. Выполняем самостоятельно. Рожки пришиты. Дальше свяжем рог для мордочки. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Стягиваем кольцо. Второй ряд вяжем столбик без накида и прибавку 3 раза. У вас должно получиться 9 столбиков без накида. 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжем прибавку. Повторяем. 1 столбик без накида, прибавка и еще раз 1 столбик без накида, прибавка. Третий ряд вяжем без изменений 9 столбиков без накида. Выполняем один ряд самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида и прибавку 3 раза. У вас должно получиться 12 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй. В следующую петлю вяжем прибавку. Первый столбик без накида, второй, затем прибавка. И еще раз. Первый столбик без накида, второй, затем прибавка. Пятый ряд вяжем без изменений 12 столбиков без накида. Закрепляем нить, оставляем длинный кончик для пришивания. Рог мы будем пришивать к голове между 15 и 18 рядами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот здесь мы его должны поставить и пришить. Пришиваем самостоятельно. Во время пришивания рог набиваем холофайбером. Я пришила рог. Дальше нам понадобится серая пряжа. Мы будем вязать с вами корону. Первый ряд. Набираем цепочку из 30 воздушных петель. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продолжаем набор самостоятельно. Начинаем вязать по цепочке со второй петли от крючка. Вяжем 5 раз
4 столбика без накида и прибавку из 3 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый. Дальше у нас идет прибавка из 3 столбиков без накида. Снова вяжем 4 столбика без накида. Затем у нас идет тройная прибавка. Это мы провязали комбинацию второй раз. Еще 3 раза вяжем самостоятельно. Так, нам осталось провязать до конца ряда 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем 39 столбиков без накида самостоятельно. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. Третий ряд вяжем 5 столбиков без накида. Делаем прибавку из 3 столбиков без накида. Дальше 4 раза провязываем 6 столбиков без накида и прибавку из 3 столбиков без накида. Нам осталось провязать до конца ряда 5 столбиков без накида. Закрепляем нить воздушной петлей и отрезаем. Четвертый ряд присоединяем в нижнем углу серую пряжу. И провязываем по боковой стороне 4 столбика без накида.
1, 2, 3, 4. Затем вяжем по третьему ряду 47 столбиков без накида. Выполняем самостоятельно. Дальше вяжем по боковой стороне 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Закрепляем нить и отрезаем. Нам понадобится розовая пряжа. Присоединяем ее к первой петле 4-го ряда. Вяжем столбик без накида. Пропускаем 3 петли. В 4-ю вяжем 8 столбиков с одним накидом. Пропускаем 3 петли и повторяем нашу комбинацию, то есть вяжем столбик без накида. Затем пропускаем 3 петли, в 4-ю вяжем 8 столбиков с одним накидом. Пропускаем 3 петли, вяжем столбик без накида. Продолжаем вязать самостоятельно. Присоединяем нить к петле 1-го ряда строго посередине тройной прибавки. Закрепили. Теперь вяжем 4 соединительных столбика. Двигаясь по направлению к 4-му ряду. Что у нас должно получиться? И остался последний соединительный столбик. Закрепляем нить. Кончики прячем с изнаночной стороны. Продолжаем вязать эти выпуклости по всей короне. То есть у вас должно быть еще здесь борозда, вот здесь, здесь и вот здесь. Выполняем самостоятельно. Снова берем голову. И нам нужно приколоть воротник от 1-го ряда к 15-му. От глаз нужно отступить 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь примерно приколоть. Второго глаза то же самое, отступаем 5 петель.
и прикалываем на булавку. Затем берем серую нить и пришиваем самостоятельно. Свяжем с вами тело. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. Закрепляем нить, вяжем 8 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Второй ряд вяжем 8 прибавок. У вас должно получиться 16 столбиков без накида. Первая прибавка, вторая прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида и прибавку 8 раз. У вас должно получиться 24 столбика без накида по кругу. 1 столбик без накида, в следующую петлю прибавка. Повторяем 1 столбик без накида, затем прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида и прибавку 8 раз. У вас должно получиться 32 столбика без накида. Первый столбик без накида, второй. В следующую петлю вяжем прибавку. Первый столбик без накида, второй. Затем делаем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Пятый ряд вяжем 3 столбика без накида и прибавку 8 раз. У вас должно получиться 40 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий. В следующую петлю вяжем прибавку. Повторяем. Первый столбик без накида, второй, третий. Затем у нас идет прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Шестой ряд вяжем 4 столбика без накида и прибавку 8 раз. У вас должно получиться 48 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый. В следующую петлю вяжем прибавку. Повторяем. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый. Прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. С 7 по 14 ряд включительно вяжем без изменений по 48 столбиков без накида в каждом. 8 рядов выполняем самостоятельно. 15 ряд вяжем 8 столбиков без накида, 16 убавок, затем 8 столбиков без накида. У вас должно получиться 32 столбика без накида. Начнем. 8 столбиков без накида. Шестнадцать убавок.
Нам осталось провязать 8 столбиков без накида до конца ряда. Вяжем самостоятельно. С 16 по 19 ряд включительно вяжем без изменений по 32 столбика без накида. 4 ряда выполняем самостоятельно. 20 ряд вяжем 2 столбика и убавку 8 раз. У вас должно получиться 24 столбика без накида. Первый столбик без накида, второй, убавка, первый столбик без накида, второй, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. 21 и 22 ряд вяжем без изменений по 24 столбика без накида. Выполняем самостоятельно. Я довязала 22 ряд до конца. Закрепляем нить и отрезаем. Так, теперь нам нужно тело набить холофайбером и убрать пока в сторону. Выполняем. Свяжем с вами ножки. Деталей должно быть 2. Одну мы свяжем вместе, вторую вы уже выполните самостоятельно. Ножки мы начнем вязать с розовой пряжи. Первый ряд. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. Со второй петли от крючка начинаем вязание по цепочке. Вяжем 4 столбика без накида. Последнюю петлю вяжем 3 столбика без накида. Начнем вязать по обратной стороне цепочки. Вяжем 3 столбика без накида. Делаем прибавку. Ставим маркер. Второй ряд вяжем прибавку. Затем 3 столбика без накида. Три прибавки. Три столбика без накида. Две прибавки. Третий ряд вяжем столбик без накида, прибавка, три столбика без накида, три раза провязываем столбик без накида и прибавку. Три столбика без накида,
2 раза вяжем столбик без накида и прибавку. Меняем цвет пряжи на серый. 4-й ряд вяжем 24 столбика без накида за задние полупетли. Первый столбик без накида, второй, третий. Продолжаем вязать самостоятельно. 5-й ряд вяжем 24 столбика без накида, уже как обычно, то есть за обе стенки петли. Выполняем самостоятельно. 6-й ряд вяжем 2 столбика без накида, затем 6 раз вяжем убавку и столбик без накида, и вяжем в конце 4 столбика без накида. У вас должно получиться 18 столбиков без накида. 7-й ряд вяжем столбик без накида и убавку 6 раз. У вас должно получиться 12 столбиков без накида. Столбик без накида, убавка, столбик без накида, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 8-й ряд вяжем 12 столбиков без накида самостоятельно. 9-й ряд вяжем 3 столбика без накида, затем делаем 6 прибавок. И осталось провязать 3 столбика без накида. Десятый ряд вяжем 3 столбика без накида. Шесть раз свяжем столбик без накида и прибавку.
И в конце вяжем 3 столбика без накида. Одиннадцатый ряд вяжем 3 прибавки. Восемнадцать столбиков без накида. И в конце вяжем 3 прибавки. Двенадцатый ряд вяжем 30 столбиков без накида самостоятельно. Тринадцатый ряд вяжем 6 столбиков без накида. Шесть раз столбик без накида и убавку. И нам осталось провязать до конца ряда 6 столбиков без накида. Четырнадцатый ряд вяжем 24 столбика без накида самостоятельно. Пятнадцатый ряд вяжем 6 столбиков без накида. Делаем 6 убавок. И 6 столбиков без накида. Наполняем ногу. Верхнюю часть наполняем не плотно. Наполняем самостоятельно. 16 ряд вяжем 3 убавки.
6 столбиков без накида. Три убавки. Семнадцатый ряд вяжем 6 убавок. Первая убавка, вторая убавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Отрезаем нить, стягиваем отверстие и оставляем кончик для пришивания. Я стянула отверстие. Вот что у меня в итоге получилось. Вторую ножку, как я уже говорила, вяжем самостоятельно. Свяжем с вами ручки. Деталей должно быть 2. Одну деталь мы свяжем вместе, вторую вы выполните самостоятельно. Начинаем вязание ручек с розовой пряжи. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. Провязываем в него 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо, ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 6 прибавок. У вас должно получиться 12 столбиков без накида. Первая прибавка, вторая прибавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида и прибавку 6 раз. У вас должно получиться 18 столбиков без накида. В конце ряда меняем нить на серую. Столбик, прибавка. Повторяем столбик без накида, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. В конце ряда меняем нить. Четвертый ряд вяжем за задние стенки петель 18 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий. Продолжаем вязать самостоятельно. Пятый ряд вяжем 18 столбиков без накида, как обычно, за 2 стенки петли. Первый столбик без накида, второй, третий. Продолжаем вязать самостоятельно. Шестой ряд вяжем 3 столбика без накида. Затем делаем 6 убавок. И 3 столбика без накида. С 7 по 11 ряд включительно вяжем по 12 столбиков без накида. 5 рядов выполняем самостоятельно. Наполняем холофайбером нижнюю часть ручки.
12 ряд вяжем столбик без накида и убавку 4 раза. Столбик без накида, убавку. Столбик без накида, убавку. Продолжаем вязать самостоятельно. Складываем ручку пополам и провязываем 4 столбика без накида за обе стороны. Закрепляем нить, оставляем длинный кончик для пришивания. Одна ручка готова, вторую вяжем самостоятельно. Свяжем хвост, понадобится серая пряжа. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. Провязываем в него 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо, ставим маркер. Второй ряд вяжем 6 прибавок. У вас должно получиться 12 столбиков без накида. Первая прибавка, вторая прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Третий ряд вяжем без изменений, 12 столбиков без накида самостоятельно. Четвертый ряд вяжем столбик без накида и прибавку 6 раз. Столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Пятый ряд вяжем без изменений, 18 столбиков без накида самостоятельно. Шестой ряд вяжем 2 столбика без накида и прибавку 6 раз. У вас должно получиться 24 столбика без накида. Первый столбик без накида, второй, прибавка. Первый столбик без накида, второй, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Седьмой ряд вяжем 24 столбика без накида самостоятельно. Восьмой ряд вяжем 3 столбика без накида и прибавку 6 раз. Должно получиться 30 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий. В следующую петлю вяжем прибавку. Первый столбик без накида, второй, третий. В следующую петлю вяжем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Девятый ряд вяжем 30 столбиков без накида самостоятельно. Десятый ряд вяжем 4 столбика без накида и прибавку 6 раз. У вас должно получиться 36 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, прибавка. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. 11 ряд вяжем 36 столбиков без накида самостоятельно. Закрепляем нить, отрезаем, оставляем длинный кончик для пришивания, хвост наполняем холофайбером. Все детали игрушки у нас готовы. Давайте приступим к сборке. Нам понадобится иголка с большим ушком и ножницы. В первую очередь мы пришьем ножки к туловищу. Нам их нужно пришить между
6 и 10 рядами. Приставляем ножку таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь получается. И вторую ножку, соответственно, с обратной стороны. Пришиваем. Ножки пришиты. Теперь пришиваем ручки симметрично. Ручки и ножки пришиты. Теперь берем белую нитку, вышиваем когти на руках и ногах. У меня уже вышиты коготки. Теперь нам осталось пришить хвостик. Пришиваем его сзади между 2 и 13 рядом по кругу. Выполняем самостоятельно. Пришит хвостик. Нам осталось присоединить голову. Так, представляем и присоединяем. Голова пришита. Вот так игрушка выглядит в готовом виде. На этом наш мастер-класс подошел к концу. Спасибо всем за внимание.